Что останется от Москвы после американского удара ядерной бомбой? Зеленский ответил на вопрос о дате окончания боевых действий, а в Польше заявили, что готовы построить фортификационные сооружения не только на границе с Беларусью, но и с Украиной. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Союзник Путина в патовой ситуации. Правительственные войска Сирии покинули крупнейший город страны для подготовки к контратаке. Новый поворот на Ближнем Востоке. Опубликованы ядерные карты. Что произойдет с Пекином, Пхеньяном и Москвой в случае сброса американской бомбы? Расскажем в деталях. 7 недель для активных боевых действий. Чего собираются добиться Зеленский и Путин до инаугурации Трампа? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. 15 украинских гражданских аэропортов были повреждены российскими атаками за время войны. Такую статистику озвучил премьер страны Денис Шмыгаль. В Украине провели анализ потерь авиационной инфраструктуры и заявили, что на данный момент открыть воздушное пространство для пассажирских рейсов невозможно. Мы провели оценку рисков и определили необходимость в силах и средствах противовоздушной обороны для частичного открытия воздушного пространства. Ключевыми для этого решения остаются вопросы безопасности и военной ситуации. Именно поэтому нам важно развивать альтернативные маршруты доставки грузов и перемещения пассажиров. Речь идет о сухопутной границе, автомобильном и железнодорожном транспорте. Напомню, что с начала полномасштабной войны России против Украины в стране закрыты все аэропорты и улететь можно лишь из соседних государств. Однако с 2022 года в Украине периодически говорят о возможности открытия неба. Например, в начале ноября этого года на Киевском международном экономическом форуме обсуждался вопрос возобновления авиасообщения в январе 2025 года из аэропорта Львов или же из Борисполя. Американский ядерный удар по Москве может моментально убить практически 1,5 миллиона человек, и еще около 4 получат ранения. Об этом пишет издание Newsweek и публикует карты, на которых видны возможные масштабы поражения. Авторы материала уже моделировали, как бы пострадала инфраструктура стран НАТО и США, а теперь решили показать последствия ответного удара США по России, Северной Корее и Китаю. Для оценки использовались карты, созданные Алексом Виллерстайном, профессором и историком ядерных технологий, чтобы определить, какой будет эффект от использования бомбы B-83, самого мощного оружия, находящегося в настоящее время в арсенале США. На карте изображены желтые и серые круги. В границах желтого круга, а это чуть более 4 квадратных километров, все сгорит от жара в миллионы градусов. А в границах серого круга, это около 175 квадратных километров от центра взрыва, будет разрушительная взрывная волна. Она будет способна уничтожить дома. Авторы материала сообщают, что удар по столице КНДР приведет к гибели 1 327 000 человек. В Пекине может погибнуть более 1,5 миллиона граждан, а в Москве 1 374 000. По данным Newsweek, если бы Россия ударила по столицам Европы, то в Варшаве бы погибло столько же человек, как и в Москве, в Берлине более 2 миллионов человек, а в Париже практически 5. Что думаете о данной информации? Поделитесь своими впечатлениями и мыслями в комментариях. Осталось, вероятно, всего 7 недель для серьезных боевых действий в войне России против Украины. И Киев, и Москва готовятся к тому, что может быть последним крупным ударом и наступлением. Об этом пишет издание «Политика». Авторы напоминают, что через 7 недель в Белый дом зайдет Дональд Трамп, который обещал усадить Путина и Зеленского за один стол переговоров. Источники издания называют 2 следующие месяца потенциально опасным моментом. Доказательства эскалации повсюду, особенно в словах и действиях, исходящих из Москвы. В последние недели Россия перебросила тысячи солдат из Северной Кореи, применила новый тип ракет против Украины и даже ослабила ограничения на использование ядерного оружия. Кремль также заявил, что американская база противоракетной обороны в Польше станет приоритетной целью для потенциальной нейтрализации.
Аналитики, которые были опрошены Политико, считают, что сейчас тяжело найти доказательства тому, что Путин действительно хочет договариваться. В материале приходят к выводу, что Кремль жаждет расширения войны. Он действительно верит, что находится в состоянии войны со всем Западом, и он нашел новый способ справиться с этим, призвав и объединив усилия с тем, что он называет мировым большинством. Путин действительно хочет разрушить основанный на правилах международный порядок, каким бы несовершенным и шатким он ни был. Зеленский высказался о сроках завершения войны. По его прогнозам и с учетом поддержки со стороны ключевых партнеров Украины, произойдет это в ближайшее время. Мы сделаем все, чтобы закончить эту войну. Сделаем все возможное. Я думаю, у нас есть возможности завершить войну в этом году, вернее, в следующем году, в 2025. Мы можем это сделать, но вместе с Европой, Соединенными Штатами и, конечно же, Украиной как главной частью этого процесса. Я уверен, что может быть оказано серьезное давление на Россию со стороны Трампа и ЕС, серьезное давление на Путина, усиление Украины, а затем дипломатия. Все может произойти быстро. Да, быстро. Но все зависит от желания. От желания тех, кто действительно хочет понять, что это непросто. Это не что-то, что можно просто взять и сделать завтра. Тем временем в офисе президента Украины призвали западных партнеров перестать стимулировать Россию продолжать агрессию и призвали к более решительным шагам. И отвечать нужно по 3 направлениям, я еще раз их подсуммирую очень коротко. Первое – это милитарное направление, все-таки военные поставки должны быть в большем объеме. Второе – это политические направления, это опять же принятие решений о статусе Украины, в том числе о статусе милитарном в НАТО. И, наконец, третье направление – это экономическое, действительно объемное давление на Российскую Федерацию. Не на словах или там ограниченными личными, индивидуальными или коллективными санкциями, а конкретное обрушение целых отраслей. А главное из этих отраслей, вы прекрасно знаете, это нефтепродукты, которые Россия продолжает спокойно в большом объеме продавать на внешних рынках. Правительственные войска Сирии готовятся к битве с повстанцами, которые на днях начали свое наступление на Алеппо после нескольких лет затишья и уже, кстати, достигли цели. Военные союзника Путина Башара Асада заявляют, что сейчас им нужна пауза для подготовки, и именно поэтому они без боя вывели свои войска из второго крупнейшего города страны – Алеппо. События они назвали частью перегруппировки перед прибытием подкрепления для контратаки. Напомню, что повстанческие группировки поддерживались Турцией, но в эти дни в Анкаре выразили обеспокоенность событиями в Сирии и заявили, что Турция привержена стабильности в регионе. Аналитики отмечают, что правительственные войска Сирии были так легко выбиты из-за того, что союзник, Россия, перебросила большую часть своих войск из Сирии в Украину. Я думаю, что все наступление и все достижения не были бы возможны, если бы Россия вмешалась в самом начале быстро. Поскольку российская армия перебросила в Украину самые современные боевые самолеты, теперь она не в состоянии быстро вмешаться. Это происходит на протяжении последних 3-4 дней. Сейчас они только начали вмешиваться. Только сейчас, спустя 4 дня, после того, как вооруженные группы смогли установить контроль над вторым по величине городом в Сирии. Не знаю, смогут ли они действительно вытеснить их оттуда, не причинив огромного ущерба этому большому городу, в котором проживают около 5 миллионов мирных жителей. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Польша уже построила часть Восточного щита. Это линия фортификационных укреплений на границе с Россией и Белоруссией. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что страны восточного фланга НАТО должны позаботиться и об эффективной инфраструктуре защиты еще и на границе с Украиной, чтобы поляки чувствовали себя в безопасности по всей протяженности границы. Im lepiej będzie strzeżona polska granica, Чем лучше охраняется польская граница, тем труднее доступ к ней для тех, у кого могут быть дурные намерения, тем выше гарантия поддержания мира. Все, что мы делаем здесь и будем делать на границе с Белоруссией и Украиной, направлено на сдерживание возможного агрессора. Поэтому это действительно инвестиция в мир. Мы действительно потратим на это миллиарды злотых.
Но я хочу сказать вам, что на данный момент вся Европа уже действительно наблюдает за этим с большим удовлетворением и также поддержит, если потребуются, эти инвестиции и нашу деятельность. Потому что все понимают, что от этого зависит безопасность не только Польши, но и всего Европейского Союза и всего блока НАТО. Американские ученые заявили об уникальном явлении. Морским биологам впервые удалось задокументировать атаку касаток на китовых акул, которые впечатляют своими размерами – 18-20 метров в длину. Уникальные кадры охоты касаток на акул были сняты на юге Калифорнийского залива. Всего было зафиксировано 4 нападения. В 3 из них на акул нападала касатка-самец по кличке Монтесума. Биологи уточняют, что касатки научились разрабатывать непростые стратегии охоты на свою жертву и даже передавать знания другим членам стаи. В свою очередь, подобное агрессивное поведение касаток против китовых акул может негативно сказаться на популяции этих акул. Чтобы задокументировать такое систематическое поведение касаток, ученым понадобилось 6 лет. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.